Мы начинаем новый тренировочный проект Тарахти Ган. Проект рассчитан на 8 недель, каждая из которых будет состоять из 3 основных тренировок в понедельник, в среду и в пятницу, и 2 дополнительные во вторник и четверг, для тех, кто хочет тренироваться более 3 раз в неделю. Каждая неделя будет сопровождаться видео с пояснениями и указаниями контрольных упражнений, которые вы можете снимать на видео и выкладывать в интернет с хэштегом TarahtiGan и текстом Look My Technique Tarahti. Буду стараться ответить каждому. Поехали! Итак, неделя номер 2. Сегодня у нас в гостях чемпион Европы по тяжелой атлетике 2016 года Александр Пелюшенко, и мы с ним вместе поделимся своим опытом и тем, как мы тренируемся и как выполняем те упражнения, по которым вы будете тренироваться на неделе номер 2. Первое у нас упражнение гиперэкстензия. Как его делаю я, вы уже все знаете, поэтому сейчас нам Саня покажет, как он это делает. С каким весом работает, Саня? Вообще или без веса, или с весом, потому что сильно большой вес нежелательно. Можно растянуться и потянуться. Гиперэкстензия, спина больше работает в упражнениях, тяги, рывки. То есть ты первый подход делаешь без веса и потом... Вес я половину делаю без и половину с весом небольшим. Килограмм 20. И так 10, так 10. Обратите внимание, не переразгибается, то есть не выгибается прям так как, как любят делать все, аж прямо до упора. То есть чтобы было прямое выпрямление по туловищу, этого достаточно. Саша говорит, что... чуть-чуть постоять, пару секунд. А пару подходов до тренировки и пару после. Самое важное то, что гиперэкстензию, если мы будем делать перед каждой тренировкой по 2-3 подхода, этого будет достаточно для того, чтобы укрепить нашу спину. Потому что мы будем потихоньку по капельке капать, и там за 2-3 месяца у нас спина уже так хорошо нальется и будет ее хватать для того, чтобы выдерживать нормальные веса. Закрепим. Да, закрепим. Второе упражнение на грудь плюс приседания плюс толчок. Используешь вообще это упражнение? Конечно. В подготовительном или в каком периоде? Подготовительно больше, даже, наверное, в базовом. Раз на грудь, раз присесть, 2 с груди. Или 1-1-1 уже на пределах. На второй неделе у вас будет 2 плюс 1 плюс 2, поэтому мы опережаем график. Покажешь, как ты это делаешь? Без проблем. Саня толкает в ножницы, поэтому всем, кто толкает в ножницы, это будет интересно, потому что я всегда показываю, как я швунгую. Присел, выпрямил. Обратите внимание, в подседе полностью сидится, то есть не вываливается в колени. Сел в ногу, загрузил ногу и с полной ноги толкает вверх. Упражнение номер 3. Тяга толчковая. Для нее мы используем лямки. Опять же, затрону эту тему по поводу выхода на носки. Ты делаешь как? С выходом, без? Ну, уже с выходом. Когда с, когда без. С выходом на носки. Просто по анатомии у нас икроножная мышца самая сильная после челюстной, жевательная. И когда мы делаем выходы на носки, икроножную мышцу мы закачиваем. А это очень важное качество и на грудь, и в рывке. Самое интересное, что я этого даже не знал. Как важно потренироваться. И самое главное, не перетянуть и не дразнить. Сань, стартовое положение. То, что я раньше говорил, видите, локоть, то есть колено у нас не вылазит за локоть. То есть если оно будет вылазить, то мы таз, получается, мы будем тянуть назад. Угол должен. То есть спина напряжена, колени разведены в стороны и руки прямые. Напоминаю, что тяга толчковая у нас выполняется в лямках для того, чтобы не закрепощать кисть и предплечье было свободным. То есть, чтобы мы акцентировали внимание в первую очередь на движении, а не на удержании штанги. Четвертое упражнение у нас приседания. Сейчас мы поставим стойки и через секунду покажем вам четвертое упражнение. После, так можно сказать, хорошей тренировочки мы хорошо поработали. И нам нужно добить наши ноги. То есть поработать с ногами.
Для этого мы будем использовать приседания со штангой на груди. Кто-то это может делать с лямками, кто-то это может делать без лямок. Ты, кстати, как практиковал с лямками? Ну, с лямками, когда у меня идет подготовительный процесс, локти не подворачиваются. Ну, покажи. Тогда я делаю лямки, чтобы растянуть локти, чтобы при подвороте на грудь они хорошо заворачивались, чтобы не было касания локтей к коленям. Так подворачиваем, натягиваем и просто приседаем. Обратите внимание, штанга лежит на плечах, она не лежит на груди. Она лежит на плечах, руки разведены в стороны, грудная клетка как бы открыта у нас. И потом приседаем, просто Таз отводим назад в подседе, колени при подседе разводим в стороны. Приседания со штангой на груди, они немножко сложнее, чем на плечах, потому что здесь задействовано больше мышц. И, тяжелее равновесие держать. да, и считается даже, что эти приседания дают больше нагрузку на сердце. Поэтому не рекомендуется их использовать слишком часто. Но в подготовительный период, я думаю, что можно с ними варьировать. Тренировка номер 2 состоит у нас также из 4 упражнений. Первое упражнение у нас наклоны. Вот, кстати, сейчас как раз и спрошу, Саня, ты делаешь вообще наклоны? Да, но я чаще всего делаю наклоны полупрыжками. В смысле? Сказать? Ну давай. Наклоны они больше на спину действуют, а я делаю так, чтобы и на спину, и на ноги, на угол. Колени развернуты. То есть идет, ну, в принципе, у тебя спина сохраняется в том же наклоне, да, ты сохраняешь наклон, Да. и работают, то есть спина у нас идет как бы в статике, а работают в основном ноги. Да, икра. И с каким ты весом это делаешь? Ну, вроде хорошо. С небольшим? Килограмм 200, да? Ну, 140, Так, 160 я не килограмм. помню, с чего ты так решил это делать? Для чего? У меня были проблемы раньше, когда большую нагрузку делал в таком тренировочном процессе. Я не мог дойти до контрольных весов, чтобы правильно делать. Я всегда перетягивал ногу, и у меня не получалось рвать. А это упражнение заставляет работать угол хорошо здесь в руке. Ну, так же самое, чтобы и на грудь. Оно хорошо нормализирует ногу. Короче, для того, чтобы закачать угол и проработать Да, угол. сядочки. Упражнение номер 2 у нас рывок с подставок. Вот сейчас, пока мы подготовили как раз платформу, мы уже с Сашей пообщались, ты тоже его используешь, правильно? Да, я больше его использую в базовой подготовке в длительном периоде перед соревнованиями. Да. Так как у нас сейчас, как я уже говорил, первая и вторая неделя у нас базовая подготовительная, поэтому мы также его включаем в свою подготовку. Вот. Ну и в продолжение его потом дальше можно делать также и тягу с этих подставок. Итак, у нас рывок классический с подставок. За счет того, что у нас поднимается, штанга опускается ниже, нам приходится наше туловище, наш живот проваливать больше между ног. То есть, если, допустим, когда у нас штанга стоит в стандартном положении, у нас угол здесь не такой, то есть нам нужно больше провалиться. Для того, чтобы нам больше провалиться, нам нужно наши колени как можно больше раздвинуть в сторону. Потому что если мы их сведем вот так вот, наша спина будет горбатая. Поэтому мы разводим в стороны, и с этого положения мы как можно глубже садимся и выполняем уже рывок. На чем акцентируешь внимание во время выполнения? Во время выполнения чаще всего это нужно, как ты правильно сказал, самое главное пройти животом. Если не пройдешь, здесь будет спина вот такая вот, здесь ты уже не дотянешь. Или отвал будет, или наоборот спереди останется. То есть рано или поздно все равно тебя сломает. Да, на большой вес особенно. Поэтому, подытожу, нужно сохранить угол. То есть углом я называю наклон спины. Вот, со стартового положения и прям практически до положения момента подрыва. То есть сохранить вот этот угол, не стараться его отвалить. Вот, хорошо он тренируется как раз вот с этих блинов. Блины можно ставить как десятки, так и потом, допустим, в дальнейшем можно ставить и 25-ки. Так, у нас следующая тяга рывковая. Для нее так, тяга рывковая. Также напоминаю, что она выполняется с помощью лямок.
Вот, как я уже не раз говорил, что тяга рывковая по процентажу мы стараемся делать до 100%, но максимум 105, потому что в тяге рывковой мы в первую очередь развиваем скоростно-силовые качества, вот, по сравнению с тягой толчковой. Как ты делаешь? Я делаю чаще всего с маленького веса до процентов 80 с подрывом, чем можно выше. Но тянуть желательно до груди. Делаешь высокую тягу? Да. Подрыв и не отпуская от себя до груди. Ну, покажи два раза стандартную и 2 раза высокую. Стандартно выглядит. То есть я дотянул, здесь не отпустил. То есть, опять же, руками, смотрите, на минуточку. Когда он делает выпрямление, когда он делает подбив и подрыв, он специально руками не затягивает ее. То есть, насколько оно вылетело, настолько оно и вылетело. Подрыва. Это стандартно. Это стандартно. Высокая делается выше. То есть, район груди, где-то от груди до подбородка, вот эта высота высокой тяги, она делается в основном, как бы по учебнику, до 70-80% для того, чтобы отработать непосредственно скорость, взрывные качества. Я ее давно уже, кстати, не делал, это вот хорошо Саня напомнил. Потом ты, получается, после 80 ты уже делаешь стандартную тягу, правильно? Да, я уже стандартную здесь, то есть большой вес не нужно пытаться там рукой затянуть. За счет подрыва, подрыв сел, насколько вылетело, и сразу же руку не напрягая. Сделал, опустил. Потому что если руку напряжешь, то потом в руке не кажется потягивать, надо здесь останется, руки будут в том самом положении, солнечного. Итак, упражнение номер 4 у нас. Приседания со штангой на груди плюс толчок. Вот таких вот, можно сказать, комбинационных упражнений у нас будет в подготовительном периоде очень много, потому что за счет них мы делаем базу. В первую очередь нам нужна база для того, чтобы потом планировать поднять какой-то новый вес и поднять интенсивность. Тоже вопрос. Используешь, нет? Так же самое. Если идет мне период подготовительный, будет руки надо подтягивать, подкачивать, не подворачиваться. Тогда я одеваю лямки. И так само я делаю и приседания, плюс толчок. И из-за этого счет лямок я разрабатываю локти, можно сказать, растягиваю. Намного удобнее. Опять же, что очень часто бывает, это то, что когда спортсмен начинает в период подготовки набирать вес, у него ухудшается подвижность. И вот за счет вот этих вот лямок и таких приседаний мы как бы потихоньку разрабатываем. То есть сделал 2 приседания. У нас сделай ножницы и остановись ножница. Обратите внимание на ножницы. То, что я всегда вам говорю. Нога развернута вовнутрь. То есть мы стоим на всех пальцах. Передняя тоже. Она у нас получается немного завернута вовнутрь. Вот это вот есть правильное положение в толчке. Поэтому это нужно учитывать, и над этим нужно работать с маленьким весом. Тренировка номер 2 у нас все. Большую ошибку еще делают в толчке, когда стоят люди, некоторые пытаются, думают, что когда толкают с угла, надо чуть-чуть не так раскидывать, а вот, чтобы не стоять на одной да. прямой. Потому что некоторые делают большую ошибку, толкают, и потом их здесь начинают. Это я на семинаре всегда начинаю семинар с того, что говорю, выбираю 1-2 человек и говорю, толкните в ножницы, тех, кто толкает. Они начинают толкать и становятся в такое положение. Я говорю, поднимите руки. Подхожу и начинаю их бить в одну в другую сторону, они начинают падать. Не устойчиво. А здесь поэтому для того, чтобы была устойчивость, нужно ноги разбрасывать в стороны. Так, мы закончили 2-ю тренировку и переходим к 3-й тренировке. Вот мы подбираемся к тренировке номер 3. Как сказал Александр, она самая легкая. Ну, наверное, видимо, для него самая легкая. Он просто еще не знает о тех приседаниях, которые его ждут. Первая у нас, как всегда, по традиции гиперэкстензия, но она уже была, как всегда, в этом видео. Поэтому сейчас у нас рывок с свиса. Нет, на грудь. На грудь. Подъем на грудь. Свиса. Часто делаешь чистый подъем на грудь или постоянно в комбинации с чем-то? Где-то через неделю базовую
Но я делаю, если небольшой, там тренер пишет, то значит иду проходкой вверх. А если так, то базовый по 3 раза я беру ногой. Сколько максимально брал на грудь? Классикой толкал 215, а если я работаю, то 192 по 3 я брал и 202 по 2. Это в категории 85. Да. Я думаю, что есть чему поучиться. Так, следующее все-таки упражнение у нас рывок свиса. Расскажешь про него? Да, рывок свис это такое, более его используют в подготовительном процессе, потому что это же не классика, но он очень хорошо прокачивает углы, спину. Если рывок свиса не умеешь делать, то классика рвать много не будешь. Мы просто тренируемся и тренировались у одного тренера, поэтому у нас рывок свиса, что в базовом периоде, что в предсоревновательном, что в соревновательном. Если даже можно было бы на соревнованиях делать рывок свиса, мы бы и там бы его делали. Это точно. Скажи, на чем, то есть покажи, на чем акцентируешь внимание. Вот, пока встаем, самое главное, когда мы расправляемся, расставить ноги, чтобы не было такого угла, то что тогда спереди останется. Чуть-чуть носочки развели. Если когда опускаемся, мы должны прочувствовать спина, что вставленная, и что идет равновесие. Не вперед тянет, не назад. Вот я опускаю, получится, поставить, оп, порвал. Так же самое опустился, носочки расставлены, и опять равновесие. Получается, что мы с прямого, когда мы выполняем, медленно опускаемся вниз, и тем самым как будто мы подкрадываемся к тому моменту, когда мы будем делать взрыв. Совершенно прав. Чтобы просто многие ошибку делают, что когда поднимать на большое количество раз, резко опускать, тут оп, подтянуло, и здесь выгода остается спереди. А тут, когда спина плавно опустил, порвал, и это Пошел, увидел и выиграл ее. точно. Так, и у нас следующее упражнение – приседания со штангой на плечах. Так, упражнение номер 4, завершающее на этой неделе у нас приседания со штангой на плечах. Я его написал 4 по 4, по-моему 90% или 80%, для того, чтобы мы хорошо загрузили нашу ногу. Пока Саня у нас восстанавливается после рывка свиса, скажу так, что мы его делаем, стараемся во время приседания медленно садиться, медленно опускаться и как можно быстрее вставать. Ну что, готов? Да. Сколько приседал, кстати? Максимум 280 на 2 и 270 на 3. Колени разводим в стороны, таз отводим назад. И что еще немаловажно, не зажимаем вверх. То есть у нас верх свободен, у нас нет такого зажатости. То есть весь акцент у нас идет на поясницу, на таз и на колени. После приседаний я всегда рекомендую делать прыжки. Вот, интересно просто мнение твое. Ты делаешь прыжки? Я делаю прыжки, да, 1-2 раза в неделю, но я делаю не на высоту, я ставлю себе блины такого где-то уровня, то есть такого, какого могу, и через сет, через отбил. То есть, больше сказать, не на высоту ты прыгаешь, Я да? да, на базу, то есть я спрыгиваю, сразу же сажусь и подпрыгиваю, чтобы разрабатывать как в руке, так и на грудь, более такую отбивную скорость. Вот мы с вами вместе отбомбили неделю номер 2. Напоминаю еще раз, с нами был и нам подсказывал и делился своим опытом Александр Пелюшенко, чемпион Европы в категории 85. Мы еще с ним запишем интервью. Вот, сейчас я вкратце расскажу вам о тех дополнительных упражнениях, которые у нас будут на этой неделе. Пока. Относительно контрольных упражнений и дополнительных тренировок, которые у нас используют те, кто тренируется больше 3 раз. Вот, как и всегда, они направлены в первую очередь на технику, поэтому здесь написаны маленькие килограммы, не больше 40%, поэтому постарайтесь не завышать, поработать с маленьким весом на движение и в первую очередь на чувства.
Вот, контрольными упражнениями на этой неделе у нас будет взятие на грудь и приседания со штангой на плечах. Поэтому все желающие, если вам нужны мои рекомендации и мой взгляд на вашу технику, можете вы записывать это на видео и выкладывать в Instagram с хэштегом Тарахти и текстом Look My Technique Тарахти. Также хочу напомнить, что по этой же программе тренируется Джастин Форд. Он ведет отдельную тему и отдельный аккаунт по данной теме. Всем, кому интересно, можете читать и заходить к нему на страничку, так как он, в принципе, независимый эксперт, и он описывает то, как он себя чувствует и как у него вообще проходит тренировочная неделя. Ссылка на него есть в описании к видео. Ну, что могу вам пожелать? Хорошего самочувствия, хорошего восстановления сна, ну и прухи. Тренируемся вместе, тренируемся правильно до следующей недели. А у нас на следующей неделе будет... Нет, через неделю будет новый гость. Готовимся.